Всем привет! На связи Зенит ТВ и первые зимние «Газпром» тренировочные сборы в Дубае. Меня зовут Егор Егоров, и в сегодняшнем выпуске клубного видеоблога мы поговорим о том, как футболисты провели зимние каникулы. Я предлагаю мирно все решить. Ты просто отдаешь мне эту камеру, и мы расходимся. Иди раздевалку свою снимай. Иди 90 секунд свои Егор снимай. Денисов, Денис Егоров, работайте вместе, так продуктивнее будет. А ведь он прав. Команда? Команда. Погнали. Vamos! Самое классное, что с тобой происходило в отпуске. Нырял к рыбкам. Ты молодец. 3 из 10, да не знаю. Оказывается, выяснил, что самки там такие огромные. Колбаса не получилась. Хорош. Всем доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здорово, отец. Привет. Доброе Пока-пока. утро. Здорово. Пока. Привет. Лех, мы подводим в первый тренировочный день итоги отпуска. Самое время, когда ты по нему уже начинаешь скучать. Да. Об этом мы поговорим. Самое классное, что с тобой происходило в отпуске. То отдых, сам отпуск. Ну ладно, где ты был, что ты делал? Давай. Да, был в Мальдивах. Так. Банально, да, банально футболистики. Вот, а потом дома в Москве был. И все. Самое яркое, что с тобой произошло. Ныряли с масками на Мальдивах, черепаху ел морскую. До этого плавали, рыбки, понятно, уже там все нормально, а черепах первый раз увидел. И было тут, я прям спалил ее. Так, что еще, с кем ты виделся, как ты проводил время? Со всеми виделся, с ребятами, с родственниками, много желающих. Мне хочется, по крайней мере, побольше всем внимания уделить. Вот, и, в принципе, встречи были каждый день. Деловой ты человек. Нет, почему деловой? Не деловой, а в хорошем смысле этого слова. Так, вспомнить приятные, пообщаться с кем давно не видел. Так что это такое классное времяпровождение. Bueno, a descansar. La tarde hay otra sesión de entrenamiento. Hola, hermano. Hola, Edu. ¿Qué tal? ¿Cómo pasaste Día vacaciones? suave. Sí, muy bien. ¿Qué hiciste? Unas palabras que hiciste, ¿qué fue lo más lindo de este periodo? Mi familia, mis amigos, la playa. Entonces, Hemos visto muchos vídeos con tú cantando. sí, ¿Qué fue eso? ¿Qué conciertos? me gusta. ¿Tus amigos? Mis amigos, sí, cantores. Y me voy a show y... Pero eran me llamaron, conciertos, me ¿no? llamaron. Sí, sí, sí. Ah, con público, Con ¿no? público, poco... vergüenza. Pero muchas canciones, ¿no? Sí, 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 muchas. Vale. Y Sabía que Claudio es un cantante. hermano, Ave María, hermano. Sí, Claudio es un La gente cantante. Claudio es un acopla al cantante. entrenamiento, hermano. ¿Entrenaste poco? ¿Mucho? Sí. No, Marco no entrenó, que diga la verdad. ¿Qué hiciste? ¿Fútbol? Yo tampoco entrené. No mientas, Claudinho, que no entrenaste tampoco. Nadie entrenó, de que era mentira. Где ты был? Ну так, 10 дней на Мальдивах, а так особо пассивный отдых. Как вообще там хватает островов на всех футболистов? Я не Там их понимаю. много. Так. Хорошо, нормально. Где ты еще, кроме Мальдив, был? Ну так, в Ленобласти был, в Золотой долине. Почему? На, Что за на выбор? ватрушниках, Так. на лыжах чуть-чуть. Так, По экстриму чуть-чуть прошелся. аккуратненько, да. И все. А я видел, я знаю, о чем я хочу спросить. Я видел, ты выкладывал прикольные видосы в Инсту и в ТикТок. Да, это я до Нового года еще снимал пару видео с гусарами. С гусары прикольные, да. Тебе зашло это смотрел? Да. Ну я люблю этих гусаров, они так тын-тын-тын-тын-тын. И, кстати, один из гусаров потом еще снимался в... Я сходил в театр, получается, и вернувшийся был такой. Сцена была вернувшаяся. Ага. И один из них там был. Я его сначала не узнал, а потом, когда приехал, получается, домой, прогуглил, а это он был, оказывается. Какой Ой. гусар, а? И было неожиданно. Я думал, что они все московские, Ага. а в итоге он в Питере, один из них. Ты, человек, нестандартное направление для футболиста, ты был в Грузии. Расскажи, какими судьбами, что ты там делал, вообще, что происходило? Сначала полетели в Дубай с друзьями, и эти же друзья еще до Дубая мне сказали, что полетели в Грузию, они там кататься любят, в горы. Я говорю, да поехали, я за любой кипиш, как говорится. Вот, и все, и полетели. Прикольно, понравилось. А как выяснилось, вы вместе с оператором Зенит ТВ как Ну, я не знал, он были мне сказал, очень что- близко, да? Он сказал мне отель, это прям соседний отель. Ага. Он говорит, он мне все искал там где-то, но мы не нашлись. Не нашлись. Кстати, на удивление в Грузии такая ужасная еда была. Честно, я был в шоке. Все мои друзья грузины, найдите его. Так что нет, проучите я-то его. в России, в Москве, в Питере супер кухня вкусная, а там, я не знаю, ты знаешь, что я как бы не ел ничего, конечно, вот с Хинкали там берешь,
Так. Тесто толстое, а мясо, ну, сырое там внутри, знаешь, ну, прям фарш такой. Как-то тебя не Да. подфартило? Нет, слушай, я был как бы, знаешь, и прям в хорошем, каком дорогом ресторане, и в дешевом, где, знаешь, там испокон веков там одна и та же традиция там приготовления. Везде вообще плохо было. Так, ну ладно, Вот удивительно. это, да, вот это удивительно было. А Тбилиси супер красиво. Сочи мне напомнил, на самом деле. Вот шел и прям. Напишите Андрею, где нормально можно грузинской еды поесть. Ну, я не знаю, когда в следующий раз поеду, но пусть на всякий случай. Накидайте варианты. в Вдруг это, комментариях. да, залечу и там какими-то путями туда. В гости зовите Андрея. А, футбол. Мы с Лешей в Москве встретились, в футбол поиграли. Вот еще играет, там еще через день. Так это было 12 декабря. С Динамо? Или вы про другое? А, после Леша, Нового года. не играл с ним. Да. Где вы играли в футбол? Манеж есть, там собираются там ребята из ЦСКА, там профессиональная команда, там из Локомотива, ЦСКА ребят приезжают. Кто был? Чалов, Марадишвили, Кучаев. Там банда собирается такая, из ФНЛ ребята, там уровень неплохой. Интересно, надо Тем трансляции, более мне после кажется, отпуска, как продавать. бы там ковка такая хорошая была. ¿Cómo pasaste vacaciones? Muy bien, con la familia, con los amigos. Aprovechando. Jugando ¿no? fútbol playa, diga fútbol playa. ¿Entrenaste mucho con fútbol y...? Casi nada. No, solo no, solo no. jugaba al fútbol. Solo. Estuvo en casa, un con entrenamiento, ¿no? familia, Un entrenamiento, tranquilo. claro, sí. Y jugamos fútbol Y en Sao Paulo. hiciste un tatuaje Hice un tremendo en tu tatuaje, espalda. se lo hizo un primo mío. ¿Puedes mostrar, por favor? No lo puede mostrar porque eso es prohibido. Se lo digo a tu mamá. Ay, demostrar, se lo digo. Un segundo. Vale, ahí. Para. Bueno, un león tremendo, ¿no? ¿Estás Con contento? la leona y la familia, ¿no? Que ¿Estás es mi sueño tener 2 hijos y ahí hizo dos niños y con la leona mi mujer. Vale, ¿cuándo empiezas a seguir tu sueño? Este año. ¿Este año? Sí, este año ya empezamos a trabajar un poquito más para tener niños. Un abrazo. Что было у тебя в отпуске? Чем ты занимался? Куда ты ездил? Поехал в Доминикану, Так. там отдыхал до 29-го, потом вернулся в Питере. Мгм. Новый год уже. В Доминикане почти не сидел в отеле, ездил куда-то постоянно на квадроциклах, Так. катался на качелях, На качелях. которые... Над пропастью? типа? Да, над пропастью. Ага. Нырял в океан. Мне кажется, ты Смотрел. сделал за каникулы больше, чем я за всю свою жизнь. Так, что еще перечисляешь? Что еще? Нырял к рыбкам с братом, сестра побоялась, маленькая. Павлович, что вы делали на каникулах? Чем Ой. занимались? Как колбасились? Ну, колбаса не получилась, по большому счету. Так. Я под Выборгом был. Там морозик 33 был. Там у нас какое-то аномальное место. Прогноз смотришь, 18 градусов. Градусники смотришь, у меня фирменные несколько. 31, 33. Ну, очень весело. Пришлось и снегу по колено. Пришлось завянуть немножко. Баня, запотевшая кока-кола. Так. Ну вот и семья, как Мотик? говорится, собак. Мотик только прогревал. Понятно. Да не, ну снегу много, Ага. неинтересно не разогнаться. Если бы трасса была. В общем, так провел, отдыхал. Я хочу знать про акулу. Так открой учебники, посмотри. Ну расскажи про свою встречу. Да, ее сложно назвать встречей. Просто с маской поплыл. И не с целью видеть акулу, а с целью Но просто наткнулся. поплавать, провести время. Да, акула плыла внизу, не очень большая. И мы поплыли за ней с человеком, который меня сопровождал. Каким-то секретным, видимо. Нет, просто работник. Так, если кто-то, Лодки, работник лодки если кто-то не понял, Миша видел акулу. А где это было? на Мальдивах. На Мальдивах. Все были там, очевидно. Я А, говорю. ну ты же знаешь, странно, география. что островов хватает Наша вообще. география, да. География футболистов, она такая. Их две. Это Дубай и Мальдивы. Да. Ну ладно, это избитая шутка. Что самое яркое с тобой происходило в отпуске? Ну а что может на Мальдивах произойти яркого? Не, ну ты же не только на Мальдивах был. Ты же был дома, Ну, был дома, да. тусовался с братом, я видел. Тусовался с братом, да. И с детьми. Но если это можно назвать ярким событием, наверное, это было самое яркое событие. Тусовка. Хоум-пати, Home party. да. Но на самом деле я пол-первого уже уснул. В Новый год, В да? Новый год, а в 5 утра проснулся уже, меня разбудился. На тренировку. Нет, тренировка тоже была чуть попозже, но разбудился в 5 утра. Нормально. Акклиматизация, так сказать.
А что-то еще хотел спросить. Когда вы встречаетесь с братом, ну, в том числе на Новый год, вы можете не говорить о футболе? Или вы вообще не говорите? На Новый год, кстати, мы о футболе вообще не говорили. У нас просто потом была поездка достаточно длинная на машине в Тверскую область к бабушке. Там мы поговорили о футболе. Она была, наверное, вся посвящена футболу. Можно небольшой какой-нибудь тизер, что-то интересное, что вы обсуждали, может быть, нестандартное? Нестандартное? Да. Ну, он мне рассказывал немножко о том, как его мировоззрение поменялось, когда он стал тренером. По поводу некоторых футбольных вопросов. Угу. То есть, ну, наверное, можно сказать, убежден, а теперь... можно сказать, что и в корне поменялось, да. Дим, расскажи в двух словах, как прошли каникулы, чего делал, где был? 2 недельки был на родине, у себя дома в Ленинградской области с родными. Чем занимался? Отдыхал. 2 недельки первый отдыхал с родными, то есть проводил время с друзьями. Снег чистил? Снег чистил, да, там чуть-чуть двигался так тоже. Ну, а 2 недельки, потом 10 дней, 11 в Доминикане был с девушкой. Что в Доминикане понравилось больше всего? Отель был хороший, погода, волейбол играл, баскетбол, то есть, ну, тоже старался двигаться, в зал ходил, потому что это уже время было, подходило к сборам, поэтому нужно было двигаться. Мы видели кадры с баскетбольной площадки. Тебе просто нравится играть в баскетбол или так сложилось? Так получилось, просто не скажу, что прям часто играю, просто была хорошая баскетбольная площадка, и девушка мне сказала, пойдем пофоткаемся, взяла фотик с собой, ну и просто покидаем кольцо. Поиграли минус 5, пофоткались. Сколько 3 из 10 положишь? Положу? 3 из 10, да не знаю, может 3. Итак, с нами автор первого гола на зимних «Газпром» тренировочных сборах. И я бы скажу победного гола. Например. Может, чемпионы стали? Все правда, все правда. Так, ну, вообще мы подводим итоги отпуска. Очень быстро. Начнем с юмора. Все ли скаты были покормлены? Скаты пошел смотреть с детьми, сам не кормил. Он наслаждался, как они все это делают. И, оказывается, выяснилось, что самки там такие огромные. Я думал, что самцы, оказалось, что самки гоняют самцов. Это меня расстроило. Так. Что у тебя яркого было? Вот самое классное. Да вообще все было ярко. Все было ярко, было волшебно. Отдохнул, потом вернулся, был день рождения супруги, потом мы друзья приехали, очень веселились с семьей, то есть вообще было очень все весело, ярко, фейерверки были просто потрясающие, салюты там. 200 сторис. Там долго шло, я еще не все выкладывал, чтобы не надоедать. Пожалел всех. Да, поэтому было вообще волшебно. Время пролетело прям вообще, я так даже расстроился, что так все это пролетает быстро. Мы на сборах, какой настрой, какие планы на ближайшие недели? Да, в принципе, все как обычно, позитивный настрой, впереди много работы, много важных игр, будут товарищеские игры, и хочется как можно больше выиграть игр, поэтому будем стараться и будем работать. Соскучился ли ты по вот этому еще? Ну да. Есть такое? Да, ну дней через 10 уже у меня лично. Ну, хочется футбольчик чисто попинать мячишко. Вот. Но сейчас уже работа пойдет. По работе тоже все это нужно делать, так что пришло время работать. Пришло время. Да. Потому что мы все готовимся к чему? Туда вот, по ступенечкам. Да? Лига Европы. Фонд золотых цитат, пожалуй. Да, ВКонтакте. Какой настрой? Начались сборы, первая тренировка, только что, тест. Да хорошо все. Подготовились заранее. Вот. Форму поддерживал? Со 2-го начал. Да. Что со 2-го? Числа? Да. Со 2-го чего? Со 2 числа, да, января. Мне кажется, пора залезать в ванну. Или нет? Можно, да. А то нет свободной. Господа, как атмосфера, как обстановка? Атмосфера по кайфу. А сколько вы сидите? Сколько хотим, столько. То есть вылезать сегодня не планируете? Пока нет. Ну, 5. Что делал в отпуске по поддержанию формы? Футбол? В зал ходил? У меня тренер свой есть, я с ним занимаюсь. Как бы и в сезоне меня ведет, и все. Там с 3 числа я начал каждый день заниматься, там тренер занимался, не выходной. Поэтому все профессионально, все на уровне. За питанием тоже пытался держаться. Но вот все равно тяжеловато, но все, что мог, все делал. Хорош. В какой-то форме? Как ты себя оцениваешь, поддерживал, или ты в отпуске? Да, ходил в зал, получается, и чередовал, получается, зал, и один день в академии занимался там. А я видел, ты играл с младшими, Это тоже до Нового года было. Тоже до Нового года? Да, меня позвали, попросили, я сыграл с ними. Попросили помочь. Я говорю, конечно. Он сказал, самый лучший подарок на Новый год будет детям. Круто. Как они оценили, как тебя встретили? Да, все хорошо. Я думал, сейчас они
ну, неудобно, как бы, потому что кто-то меня не знает. А так оказалось, что все меня узнали, и было приятно, неожиданно. Ну, а так, получается, чередовал день в зале, день с мячом, с тренером академии. Профессионал. Максим Николаевич Мосин, спасибо большое за работу. Отметился, хорош. Форма. Тренировался ли ты, делал ли что-нибудь? Потрясающая форма у меня, особенно теннисная форма. Ну, я занимался, конечно же, и тренировался, но в основном в конце уже ударил просто на теннис и прям матчи проводил за матчами и против теннисисток, одной теннисистской девчонки, против магистра йоды Володька. Известного. Да, и потом его, да, Михаил Подаван, то есть с ними сыграл, еще где-то играл, короче, парную играл, я пару на пару. Короче, прям вообще круто провел время, прям за одну тренировку по теннису, ну как тренировку и матч, я скидывал по 3 килограмма, 3-400. Я специально взвешивался, 3-400. Но они потом возвращались, ты же не набрал столько за отпуск? Нет, а я же как, получается, 3-400 сбрасываешь, потом в течение дня ты там, ну, набираешь, вот, тем более сейчас я начал правильное питание вообще, и типа на водичке очень много воды пью, поэтому я думаю, что это вода просто выходит. Как ты держал себя в форме? И держал ли? Слушай, я держался в форме. Мария Юрьевна Бурова мне составила программу. Вот, и я старался ее выполнять добросовестно. Не набрал? Вес? Да. Нет. Я помню, 2 года назад ты Хорошая на медосмотре, память, ну, естественно, на медосмотре ты рассказывал доктору, что ты жрал все, что только можно, все сладкое, ты уходишь в отрыв. В этом году было так или нет? То есть ты весь год держишь режим, а потом на Новый год такой оторвусь. Не, на Новый год я отрываюсь, действительно. Ни в чем себя не ограничиваю. Разгрузочные дни, так сказать. Было, да, вообще, на удивление, вообще не набрал. Хорошо. Представляешь? Я не помню, я рассказывал тебе или нет, вам тоже расскажу. Миша вдохновил меня на то, чтобы отказаться от сахара. Вот тогда ты Но тебе это не помогло. Я смотрю на тебя и понимаю, что тебе не помогло это. Надеюсь, шучу. Ну, я же, видишь, у меня память хорошая. Хочешь? Да, кстати. Так что ну, как тебе, кстати, не пейте сахар. Я в какой-то момент, вот после нашей беседы, типа месяца 3-4, я прям держался очень строго, и я чувствовал себя лучше всего в жизни. Но сейчас я перестал пить. Ты плохо себя чувствуешь сейчас, скажи? Сейчас? Хуже, чем тогда, когда я не ел сахар. Вот. Но я по-прежнему ни в кофе, ни в чай ничего не добавляю, и это прекрасно. Ты молодец. Спасибо. Тебе кто-нибудь говорил об этом? Спасибо, отец. Тебе хоть кто-нибудь сказал из футболистов за все время, что ты здесь, что ты молодец? Я первый. Спасибо. Спасибо. Иди раздевалку свою снимай. Иди 90 Денис секунд. Егоров, Егор Денисов. Работайте вместе, так продуктивней будет. Давай еще раз. Да, нормально, да, отсюда.